Когда говорят о больших исторических процессах, часто забывают, что их делают маленькие люди. Когда сейчас вспоминают 90-е, разговор обычно заходит о бандитах, новых русских, политиках, музыкантах, о ком угодно, только не об уставших обывателях с огромными клетчатыми баулами. А ведь именно они в свое время спасли экономику. Можно сказать, что современный российский бизнес стоит на их плечах. Все началось в 80-е годы. Законы об индивидуальной трудовой деятельности и закон о кооперации в Советском Союзе впервые за много десятилетий разрешили частное предпринимательство. В 1991 году из уголовного законодательства исключили ответственность за спекуляцию и нетрудовые доходы. 20 мая 1991 года граждане Советского Союза получили возможность выезжать за рубеж без выездных виз. Советский Союз разваливался, экономика его распадалась, налаженные хозяйственные связи рвались. Не хватало самых прозаичных вещей, не говоря уже о приличной одежде и бытовой технике. В магазины выстраивались огромные очереди, и одновременно развал экономики очень многих лишил работы. Оставалось одно – торговать. Небольшая прослойка людей, понимавших, как это делается, уже существовала. За 3 года после легализации кооперативной деятельности некоторые будущие бизнесмены уже обзавелись деньгами и опытом. И первыми в зарубежную торговлю пошли те, кто уже занимался официальной кооперацией или даже трудился на черном рынке в более раннюю эпоху. За ними последовал настоящий вал бизнесменов поневоле. Слой предпринимателей в стране рос в геометрической прогрессии. У них быстро появилось специальное название – челноки. Имелось в виду не лодка, а деталь ткацкого станка, который перемещается туда-сюда между нитями. Собственно, работа челноков в том и состояла, чтобы постоянно курсировать туда-обратно между страной, где они закупались, и тем городом на родине, где они сбывали товар. Схема бизнеса была предельно проста. Купить подешевле, продать подороже. Вот наш барыш. Торговля началась с Польши. В эту страну было проще всего въехать, и туда устремились первые предприимчивые торговцы, которые закупались польскими джинсами, куртками, футболками и бытовой техникой. В Польше поначалу было тяжело обменять валюту, и торговали вообще-то по бартеру. После смягчения правил оборота валюты челноки начали ездить с котлетами налички. Люди поехали в Китай, Турцию и Восточную Европу. Там они закупались на местных рынках и летели или ехали поездами обратно в Россию. Челночные торговцы первых лет сметали все, что видели. После десятков лет дефицита покупатели в России находились абсолютно на любой товар. Особняком в списке челночных стран стояла Финляндия. Там в 90-е возникли Красные площади, где официально торговали сувенирами из России. Неофициально там продавали алкоголь и сигареты. И то, и другое везли из Петербурга, а обратно тащили что-нибудь купленное в Финляндии. Пересечь границу в обратном направлении было непросто. Например, чтобы обойти ограничения по предельной массе перевозимого товара, нанимали специальных людей, обычно жителей Выборга. Таких профессиональных ездаков за товаром за прыжки туда-сюда через границу называли тушканчиками. Если до Финляндии можно было добраться на автобусе, то в Турцию приходилось лететь. Выглядели эти перелеты по нынешним временам просто дико. В самолетах снимали сиденья, чтобы поместились сами коммерсанты и их сумки с товаром. Это противоречило всем на свете требованиям безопасности. Службу безопасности современного аэропорта хватил бы инфаркт при виде челноков, которые лезут на штурм самолета с режущими пальцы и плечи огромными сумками. Вес не контролировал никто. Иногда самолеты еле взлетали под грузом китайских штанов. Мало того, случалось, что часть баулов принадлежала самим летчикам. Чтобы погрузить и разгрузить объемный груз, могли нанять специального человека, так называемого верблюда. Бытовые условия были спартанскими. Жили челноки в самых дешевых хостелах и экономили на всем, включая еду. Многие из тех мест, куда они мотались, сейчас считаются туристическими. Но смотреть достопримечательности Стамбула у челноков не было ни сил, ни времени. К концу дня ты уже без ног, голова превращается в калькулятор. Быстро складывалось неформальное разделение труда. Один торгует брюками, другой ботинками, третий утюгами, четвертый галстуками. После первых же рейсов у челнока обычно появлялись постоянные поставщики.
Сама поездка длилась несколько дней и приносила несколько сот процентов прибыли. Обычно торговец работал в одиночку, сам себе и закупщик, и продавец. Дома торговали на вещевых рынках. Некоторые, чуть поднявшись, нанимали себе специализированных продавцов, которые шли на другие точки с тем же товаром. Люди победнее ставили за прилавок членов своих семей или сами там стояли. Торговали в палатках, из контейнеров, с грузовых машин, с палет, чуть ли не с картона. Дождь, снег, мороз – никого это не волновало. Товар сам себя не продаст. Многие, кстати, везли товар не из-за границы, а из Москвы в регионы. И там челночная торговля продержалась дольше. Брендовые магазины там открываться не торопились, а одеваться-то было надо. Вещевые рынки создавали где угодно. На стадионах, в бывших парках, вокруг недостроев и просто на пустырях. Тем удивительней, что на этих диких рынках делались целые состояния. Спрос был огромен. Многие из товаров, привозимых челноками в России 90-х, увидели впервые. Можно было сколотить состояние, например, на памперсах. Качество товара никого не интересовало, ни покупателя, ни продавца. Подделки разбирали так, как будто это были настоящие Дольче и Габбана. Шутки про Абибас появились именно тогда. В стране, где стандартная зарплата составляла пару сотен долларов, а пенсия пару десятков, челнок мог зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц и считаться обеспеченным человеком. Нормы прибыли были огромные. Ниже 100% они не опускались даже при закупках небольшими партиями. По статистике, до трети импорта из дальнего зарубежья в середине 90-х составляли вещи, которые ввозили в Россию челноки. Обувь, одежда, парфюмерия, бытовая техника, электроника – все эти вещи ехали в страну в клетчатых баулах. Везли их люди, обычно не похожие на бизнесменов. Среди них было много безработных людей с высшим образованием. Специалисты, научные работники, музыканты, бывшие военные. В соседних палатках могли стоять кандидат философских наук, учительница и инженер-конструктор. Один челнок вспоминал, как видел парочку из генерала и его жены, причем жена орала на генерала, который слишком медленно тащил баул. Кстати, женщин среди челноков было большинство. Челночили люди, которых сейчас тяжело представить себе в этой роли. Например, на рынке в Лужниках торговала южнокорейской одеждой Анита Цой. Таким способом она копила себе на хорошие студийные записи. Ирина Салтыкова пахала как вол в палатках на Кутузовском, причем работали у нее танцоры из коллектива, которым управлял ее муж. В челночный бизнес было вовлечено огромное количество народа. В прессе попадаются цифры в 10 миллионов человек, занятых на всех стадиях челночной торговли, считая людей, которые непосредственно за прилавком не стояли – грузчики, водители и так далее. Обороты тоже были гигантскими. По данным РАН, челноки добавляли 15% к общему внешнеторговому обороту страны. Тетушки, волокущие баулы, на короткий период создали неофициальную экономику, сравнимую с «Газпромом». Челночный бизнес был максимально эгалитарной сферой. Он не требовал огромных денег для старта. Многие приезжали закупаться, имея 500-700, а то и вообще 100-200 долларов. Он не предполагал каких-то уникальных знаний или образования. Не требовалось особых связей. По сути, достаточно было просто хорошо соображать и иметь крепкую спину. Хитрость тоже требовалась. Например, одним из популярных челночных маршрутов была Греция. Туда ездили за шубами, дубленками и тому подобным товаром. В аэропортах Греции брали таможенный сбор по 20 долларов за килограмм. То есть шуба могла прибавить $100 себестоимости. В Турции такой же сбор был всего 2 доллара. Поэтому прижимистые челноки пересекали границы Греции на автобусах и улетали уже из Турции. Таможники быстро отследили этот нехитрый трюк, и Греция установила лимит – 2 шубы на человека. Тогда ушлые торговцы стали плотно паковать шубы и прятать лишнее в моторном отсеке. Челночная торговля быстро обрастала инфраструктурой. Специальные фирмы были готовы доставлять товар уже без сумок. Турфирмы предлагали челночные туры, которые включали и дорогу, и организованную жизнь в гостинице, и таможенное оформление грузов, и доставку. Это уже позволяло не работать мулом самому и перевозить через
через границу полноценные оптовые партии. Кстати, это еще и смягчало проблему уголовщины. Челночная торговля была делом рискованным. Все знали, что у челнока есть наличные деньги, причем валюты. В самом простом и печальном случае коммерсанта брали на гоп-стоп. Особенно рискованным было положение новичков. Их под видом посещения фабрики могли увезти в укромное место и ограбить. Более частым вариантом был банальный сбор дани. Кое-где братва встречала челноков прямо у трапа. Времена были дикие, и автобус с челноками могли остановить, угрожая оружием, а сопротивлявшихся перестрелять. Челноки сбивались в караваны, старались ездить группами, но понятно, что когда в вагон или автобус вламывались с автоматами, это не сильно помогало. Поживиться старались и таможенники самых разных стран. Конечно, вечно такая торговля продолжаться не могла. Сначала многих челноков подкосил кризис 1998 года. Обороты просели в среднем раза в 2, и многим пришлось уйти из бизнеса. Другие приспособились, заняли место выбывших и только нарастили объемы торговли. Те, для кого челночный бизнес был случайной или вынужденной историей, при первой возможности вернулись к работе по профессии. Но было и неожиданно много людей, которые воспринимали торговлю совсем по-другому. Они почувствовали, что у них получается, нашли в бизнесе неожиданный азарт, а в себе обнаружили неожиданные таланты. В 90-е все происходило быстро, и некоторые челноки, начав с баулов, всего несколько лет спустя уже арендовали фуры, а потом десятки контейнеров. Это было начало трансформации бизнеса. Организованный контроль над челноками смогли наладить только около 2004 года. С одной стороны, появился новый таможенный кодекс, который сильно затруднил дикие перевозки через границу. Раньше товары гоняли якобы для личного пользования, а теперь грузы начали облагаться пошлинами и НДС. На место гигантских вещевых рынков стали приходить торговые центры. Одиночек сменили крупные фирмы, и в целом процесс торговли постепенно цивилизовывался. Рынки 90-х многие вспоминают с содроганием. Сами бывшие челноки часто говорят о своей работе без всякой теплоты. Большинство из них пошло в торговлю, чтобы прокормить семьи в нищую и голодную эпоху. Но нельзя отрицать, что вакуум потребительского рынка они заполнили и стали серьезной частью экономики страны. Люди, прошедшие прожарку челночного бизнеса, охотно уходили в бизнес обычный. При определенной удаче на челночной торговле можно было быстро сколотить вполне приличный стартовый капитал. Таких историй много. Кто-то открыл логистическую фирму, кто-то стал туроператором, кто-то вкладывал деньги в России, открывая магазины и рестораны. Нередки случаи, когда человек, сидящий сейчас на директорском кресле в респектабельном офисе, еще помнит, как в 90-е возил на своем горбу сигареты, трусы и бижутерию. Среди челноков были свои легенды. Так ходили слухи о пенсионерке из Москвы, которая однажды подняла целую тонну. Правда это или нет, уже не важно, но тут есть соблазн представить, что эта героическая женщина, кроме тонны китайских штанов, подняла всю Россию 90-х и на своих могучих плечах внесла ее в новую рыночную экономику и в новый век.